Василий – сложный персонаж в моем санатории. Его подготовкой я занялся с марта месяца, и продлился этот курс до октября, после чего он на общих основаниях попал в санаторий, где и мы продолжили с ним дальнейшее оздоровление и приведение его в порядок, который вы сейчас видите на фотографии. Правая нога поднимается. Правая. И левая рука, смотри, куда Сиськи. я держу. Сиськи. Да, вот так. О, Вот, теперь наоборот. Ну поднимай. Поднимаю. Теперь наоборот. Наоборот. Правая нога, левая рука. Левая рука. Левая рука. пускай поставит руки на пояс. Руки на пояс ставь. Руки на пояс и маршируй. Давай так тогда. Только колени вверх поднимай. Выше к животу колени. Колени к животу. О, Что мне надо снимать, они мешают. Вверх колени поднимай. Смотри, как Я высоко вверх надо поднимаю. поднимать. молодец, Василий. Уже лучше. О Василии я сделаю отдельный фильм. Он достаточно интересный человек, и диагноз у него достаточно своеобразный. Вот, поэтому, проживя с ним больше 3-4 лет на моей территории, я и сейчас с ним общаюсь. И поэтому сделаю о нем отдельный фильм. А пока санаторий. Вот и первый день. Я спросил: вы готовы быть здоровыми? Последовала тишина, знак согласия. Поехали, сказал я. Палыч, руки повесь как веревки вниз. Просто руки пусть висят. Плечи поднимаешь, не руки. Вот так-то. Еще раз. Сейчас легче будет. О! О! И задышал получше. Давай велосипед. Одной ногой. Выше поднимай коленку. О, коленку выше. Вперед. Едем. Едем вперед туда. А теперь руки убери с колен. Вот так. Вот так. Чтобы на велосипеде. Чтобы живот твой работал. Теперь в другую обратную ногу. сторону. Не торопясь, медленно, хорошо один раз прокрути. Выше ногу поднимай. Вот так. Не можешь крутить выше, выше, выше ногу. Вот так. Сейчас подожди, когда ты еще одно хоть упражнение не сделаешь, я тебе такое придумал упражнение, ты будешь балдеть. Упражнение? Да. На другую ногу теперь, Вася. Руку с ноги убери. Так. Да? Да. Так. Чувствуешь, как живот напрягается? Вот да, ну и... Вот мы и работаем это с твоим животом, а там что у тебя это к жопе. Вася не испытывал нервную систему, ни мою, никого. Он просто никогда не был в таких коллективах, где один за всех и все за одного. Он не мог понимать, почему надо делать так или так. Он ездит на велосипеде, ездил, но он никак не понимает. То есть у него это проблема, это его заболевание. Поэтому приходилось с ним немножко резко, то есть чтобы он немножко как бы шевелился, и это ему помогло. В итоге вы увидите фильм о Василии, где он очень хорош и сам собой. И я доволен, да и все довольны, в общем-то. Ближе к Палычу. Все. Нет, дальше вот. О, хорош. Все, нормально. Поднимай две ноги на угол 45 градусов. Нет. 45 он вот не хочет. до края дивана. Смотри, где край дивана. Пытался ножом. Давай, поднимай до туда ноги. Стоп. Вот так держать. Поднимай. Держать.
Держи. Все, держи. Держи. Я буду... Посмотрим, сколько он выдержит. Я считаю. Ну ладно. Пускай. Ему очень нравится это упражнение. Я вижу. Оно для живота. Так что, будешь хорошо делать то упражнение, которое все делают? Точно будешь? Да. Вставай. Нет, он Большую. съедет. Варит и за день съедает. А потом говорит, откуда у меня это весь? Я на Вольта работал, я на он Вольта, у говорит, меня что- папа дрова, у меня мама срала возле печки. Понимаешь, вот у него все какие-то примеры, мама, папа, вот если они срали, значит нормально. А если нормально ему говоришь, нет, это не нормально. Если ему говоришь, ты потерял 7 кило, 5 вешаем и видно, что ему херово. Вот приволок бутылку, он не признается, потому что он тупой, упертый человек. Ребенок, вот, который, знаешь, вот моя цацка, как хочу обосру. И он не понимает, что он меня злит этим. Я ему говорю, как хорошо, а он делает как плохо, как Кем он я хочет. люблю тебя? Тебе сказано, чтобы ты слушал и понимал. Не Я понимаешь, слушаю. переспрашиваешь, а ты мне доказываешь, что ты на Вольта был животом, и что тебе все равно, что тебе так хорошо, вот сидеть вот так Через удобно. 2 месяца я вообще вот стал вот такой, как... Ты 100 килограмм Вот сбросил давай, за 2 Вася, месяца? поспорим, Или что что? ты через месяц был такой, как я. 50 килограмм, давай. Да Да, давай. было такое. Давай. Да какого, причем здесь... Серега, пусть он вот так час Я- посидит, вот тогда он Пускай поймет. ходит. Пусть час посидит. Это он 5 минут прошло. Целый день пусть сегодня ходит. Да. Вот Да, тогда он пожалуйста, я могу хоть целый день и ходить. спать ляжешь. И посрать пойдешь с ним. В армии И кто спать, с хлебом выходил со столом, и спать ляжешь. а эти же большие карманы, кто попадался, он Первые выходные, когда ко мне приехали жены, друзья, пациенты, ну, чтобы проверить, посмотреть, Василий после этого дня понял, что здесь не игра, что мои нервы все равно будут конкретно железными, я добьюсь того, чего хочу. То есть они будут здоровыми, хорошими и конкретными. Что в итоге случилось? После этого случая мы все как бы сделали больше акцент на Васе, помогали ему и так далее, потому что он хитрил вот как действительно как ребенок. Поэтому работа была интересная, трудная, но он был достаточно покладист в итоге. А потом даже, скажем так, ничем не отличался уже от других. Потому что некоторые вещи он не понимал так, как мы понимаем. Поэтому слово «маршировать как солдат» он знал. А шагать, поднимая ноги, там, он никак не понимал, что это, для чего это. Такие вот проблемы у людей. А мы плачем над чем-то. Делай так. Палыч, одновременно пальчики, да? Молодец, делаешь. Правильно, правильно. А, ты уже... Нет, я ничего не убирала. Ты идешь, и каким вот ты идешь по улице, ты ходишь именно так, да? Нет, ну я на улице просто... Так вот так покажи, хожу. как ты ходишь на Я так улице. хожу. Так. И руки ты прямо держишь вот так вот на бедрах, и они у тебя никак, никаким образом никуда не шевелятся. Вот просто начни ходить по кругу спокойно. Начни ходить спокойно по кругу. Как будто бы ты куда-то идешь. Теперь попробуй приподнимать колени. Колени? Приподнимать и также дальше идти по кругу. По кругу также дальше идти. Колени не пятки, не стопа, а именно колени. Тебе это ничего не напоминает? Не знаю. То есть ты вот именно так ходишь по улицам, да? Василий, ты мне показываешь сейчас, как ты ходишь по улицам. Так что не забывай показывать, как ты ходишь. Идешь по кругу и показываешь, как ты ходишь. Вот так вот ты идешь по улице, да? Я могу быстро ходить, могу медленно. Мне не важно, быстро или медленно, мне важно, чтобы ты показал, как ты ходишь по улицам. Я ни разу не видела, чтобы ты так интересно ходил.
А теперь вспоминай, как ты маршируешь. И чем это отличается от того, что ты делаешь на месте. Это называется ходьба на месте. Теперь иди на одном месте. Василий! Да? То есть покажи мне еще раз, как ты маршируешь. Давай с самого начала. Так. Все равно выше, чем То, что мы сейчас видим на видео, говорит о том, что Василий не занимался ни одного дня. Занимался я. И просто у меня... Да, я хочу мне помочь. Так, сегодня у нас 12 ноября, да, Василий, суббота, и мы начинаем с самого начала. Мы пришли к тому, что за 1,5 месяца ты так и не научился маршировать. Ну, и как умею, так умею. Не получается. Если У я меня покажу другая тебе другие зарядка видео, в получается. которых ты прекрасно маршировал, где было показано, что ты занимался каждый месяц, сейчас говорит о том, что в течение этих недель ты не сделал ничего. Я каждый день занимаюсь. Она держится тело. От чего у тебя чешется тело? Не знаю. Может быть, помыться забыл? Да нет, помыться я помою, потом, когда вода будет. Палки слишком сильно расставляю. Вот так еще делал. А вот раньше я не мог так делать, а теперь получается. А ты говоришь, что большой живот. Похудее еще.
То есть после того, как ты сделала вот эти все приседания, так называемые, ты опять начинаешь делать то же самое, да? С чего ты начинал? Ну, когда как. Ну, показывай именно то, что ты делал сегодня утром. Если на полу, ну, на полу, то я не буду так делать. Почему ты не будешь? Ты же мне сейчас показываешь всю зарядку, которую ты делаешь Ну, тогда сегодня с тогда утра. мне надо будет брюки переодеть. Вот я на полу делаю только, когда в таком. Я туда переодену. А где находится тот листочек, который я тебе писала для зарядки? Ты одевайся пока. Одевайся, одевайся. Здесь. Это. То есть, судя по тому, что ты сейчас показываешь, ты этот листочек еще ни разу не читал за эти 1,5 месяца. Нет, ты мне покажи то, что ты делала, потом мы вернемся к листику и начнем разучивать ту гимнастику, которую я тебе написала. Хорошо. То есть ты считаешь, что ты делаешь правильные упражнения, да? Чего? Ты считаешь, что ты делаешь правильные Я не упражнения. знаю. А откуда ты научился этим упражнениям? Ну, я когда-то в детстве раньше так занимался немного. Да, Что ты еще делаешь на полу? Что? Что ты еще делаешь на полу? И сегодня ты все это делал. Да. Что еще ты сегодня делал? Сейчас прошло только 5 минут от утренней гимнастики. Ну, а потом мне надо было еще за дровами ходить. Я дрова тоже не ходил. Ну, это каким образом Потом относится... собак. Василий, каким кормил. образом относится утренняя гимнастика к дровам и к собакам? Как ты думаешь? Разве я 5 минут занимался? Да, сейчас тут у меня запись идет всего 6 минут 35 секунд, из которых полминуты мы с тобой уже разговариваем. Не, ну я без вот же начал. Сейчас у меня по записи 6 минут 43 секунды, из которых мы с тобой уже теперь 45 минут разговариваем. Хорошо, что ты еще делал сегодня с утра? И какие еще упражнения ты используешь для утренней гимнастики? Какие-то можешь вспомнить еще? Василий, ты можешь вспомнить какие-то упражнения, которые ты делаешь для утренней гимнастики? Я вот такие делаю упражнения. Делаешь, да? Хорошо, тогда сейчас мы на этом заканчиваем. Сейчас я начну следующую запись, на которой ты покажешь, как ты научился маршировать за этот месяц. Поднимайся. Василий, по сути своей, хитрец и лентяй, и обжора. Поэтому, как бы он ни старался, но в итоге все поняли, что, как, чего. Я за практически с марта по октябрь месяц, в общем-то, тоже это знал. И он почему-то решил меня немножко довести. За что поплатился просто упражнениями, вниманием и так далее. И благами, конечно, как и все. Вот так. Ага. Не торопись, не торопись. Вдыхай. О. Не напрягай руки. О, затрещал.
Есть два непоколебимых закона природы. Это жизнь и смерть. И если вы знаете законы природы, живете по этим законам, вам практически ничего не грозит. Если же вы нарушите эти законы, используя лечебное голодание, то это приведет вас к смерти. Имейте это в виду.